Здравствуйте, друзья! Мы читаем сегодня из Евангелия от Луки чудо об изгнании бесов из Гадаринского бесноватого. Первый стих как раз говорит, что приплыл Иисус с апостолами в страну Гадаринскую, лежащую напротив Галилеи. И вот здесь сразу одна из проблем нашего текста, как раз, чтобы правильно идентифицировать это место. Дело в том, что место, куда Спаситель прибыл и приплыл, вот здесь называется страной Гадаринской, а у других евангелистов страной Гергесинской. И есть, по крайней мере, 3 города и района, от которых евангелисты могли заимствовать свои названия этой местности. Точно мы не знаем, но как бы то ни было, речь идет о пограничном районе, где иудеи жили вместе с язычниками. И сами иудеи унаследовали какие-то языческие традиции и верования. И одно доказательство этого факта – это наличие этого стада свиней. Ведь иудеи в основном не занимались свиноводством. По сообщению евангелиста Матфея, ко Христу вышли 2 бесноватых, в то время как Марк и Лука говорят об одном. Но, в общем-то, были один бесноватый, или было их 2, или, может быть, даже и несколько. Это мы не можем решить точно. Но то, что нам известно, это то, что, как говорят все евангелисты, этот бесноватый или эти бесноватые жили в гробах. Было такое иудейское суеверие, что демоны имели преимущественно пребывание в гробницах или на кладбищах. Но, с другой стороны, более естественно объяснить эту деталь и детали о жизни этого бесноватого в гробах тем, что он был изгнан из городов и селений. Матфей говорит, использует такое греческое выражение, что эти бесноватые, у него их 2, были халипой лиан, то есть не просто свирепые, а весьма свирепые, даже слишком свирепы. Они составляли опасности для окружающих. И настолько, что, как говорит Матфей, никто не смел проходить путем тем. А вот Лука об этом не говорит, но, с другой стороны, у Луки этот бесноватый в одежду не одевался. И также, цитирую, его связывали цепями и узами, сберегая его, но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Все это нам говорит о печальном состоянии этого человека. Гадаринский бесноватый живет за гранью общественной жизни. Он исключен из общества и вообще-то из сообщества людей. Можно сказать, что он отлучен от нормального, полноценного общения со всеми другими людьми. И другая деталь, вот как раз из рассказа нашего евангелиста Луки, деталь, которая показывает, что он ни с кем не общается и что он вообще-то оторван от жизни с другими людьми, это сам факт, что он голый и что его боятся настолько, что связывают цепями.
Можно сказать, что он уже как бы не человек, или что для других жителей этой же местности он как мертв. Увидев Иисуса, бесноватый вскричал, пал пред ним и громким голосом сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня». И это очень часто так бывает в Евангелии, что бесы узнают Христа. Эта речь бесноватого нам показывает, что он, скорее всего, был иудеем, а не язычником. Но одновременно, если он был иудей, то владельцы свиней, стадо свиней, о которых идет речь, то есть другие жители Гадаринской страны, вероятнее всего, были все-таки язычниками, потому что держать свиней было запрещено иудейским законом, и у иудеев свиноводством занимались фактически только язычники. Конечно, центр сегодняшнего евангельского рассказа – это вот как Господь исцелил этого бесноватого. То есть это такой страшный, впечатляющая сцена, когда бесы, выйдя из этого человека, вошли в свиней, и бросилось, как пишет евангелист, стадо с крутизны в озеро и потонуло. Это очень сильная, яркая сцена, страшная. Почему Иисус позволил бесам войти в этих свиней? Возникает вопрос. Хотел ли он этим защитить людей? То есть делать так, чтобы эти бесы больше не смогли войти в других людей. Но и другие возникают вопросы, почему, собственно, пострадали посторонние люди. Вот, например, те люди, кому принадлежало это стадо свиней. И они претерпели экономический урон, безусловно. И справедливо ли это вообще? Дело было настолько страшно, что, как мы читаем в тексте Луки, просил его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. И это, в общем-то, понятно. Страшно общаться с Сыном Божьим, потому что это общение с Ним переворачивает всю нашу жизнь. Впечатляет также и смирение Иисуса, который вошел в лодку и возвратился. То есть уехал из этой местности. Вот обо всем этом очень много есть проповедей, и это, безусловно, центр сегодняшнего рассказа. И тем не менее, я в этот раз хочу обратить ваше внимание не на такую впечатляющую сцену, а на что-то другое. В этот раз, дорогие друзья, я хочу обратить ваше внимание на главного героя нашего рассказа, то есть на самого этого бесноватого. Это человек потрясенный, вся его жизнь изменилась, она ужасная. Он одержимый силами зла. Он, можно сказать, что потерял всякое человеческое достоинство. Его связывали цепями и узами, как пишет евангелист, сберегая его, но чтобы он сам себе не причинил какое-то зло или не навредил себе. Но понятно, что люди его боятся, что он страшен и опасен, наверное, и для окружающих. Вот недаром другие евангелисты пишут о том, что по этой дороге никто и не проходил, потому что люди его боялись страшно. И думаю, что самое сильное выражение, которое показывает, насколько этот человек живет одиноко и ни с кем не общается, это тот факт, что он живет в гробах. А вот сколько есть людей, которые нам страшны, которых мы никак не можем принимать, с которыми мы не хотим общаться. Как хотели бы их куда-то где-то закрыть, чтобы вот
их не видели, чтобы мы о них ничего не знали, чтобы они были для нас как мертвые, как вот живущие в гробах. Это наши соперники, это те, которые думают не так, как мы, например, относительно политики или веры, или чего-нибудь другого. Это те люди, которых мы не любим, которые нам не милы, не симпатичные, которые где-то когда-то нас обидели или которые могут нас обидеть. Вот как хотелось бы иногда, чтобы их просто не было. Но есть и другие люди, о которых, если бы мы ничего не знали, нам жилось бы куда проще и удобнее. Это все пожилые, может быть, люди болящие, инвалиды, бедные люди, брошенные. Это бездомные. Это, может быть, иммигранты. Мы бы хотели, как бы бессознательно хотели бы закрыть их в гроб нашего равнодушия. Они для нас мертвы. По крайней мере, как бы общественно они не существуют. Мы хотели бы, чтобы их не было по простой причине, что само их существование, сам факт их существования для нас упрек. Их жизни нас обличает. А ведь Иисус тоже мог бы избежать общения с этим гадаринским бесноватым, мог бы не замечать его. Но он смотрит ему прямо в глаза. Он остается рядом с ним. Он слушает и принимает вопль его страдания. Он не забывает о нем. Иисус понимает, что человек бывает слабым, потому что он стал жертвой нечистых сил. Он стал жертвой дьявола. Но он сам не злой, он озлобленный. Иисус страдает вместе с ним, чувствует, что это его слабость человеческая мучит его и освобождает его. Это потому, что по логике Бога слабый человек имеет, тем не менее, право на существование и на милосердие окружающих. Я думаю, что сегодняшний Евангелие для нас является очень серьезным вызовом. Вот самые обездоленные, кто они для нас? Это люди, о которых мы бы хотели ничего не знать, не замечать их существование. Или все-таки они являются предметом нашего милосердия, нашей солидарности. И, наконец, очень важно как раз концовка сегодняшнего чтения евангельского. Человек, из которого вышли бесы, пишет Лука, просил его, чтобы быть с ним, но Иисус отпустил его, сказав: «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. И вот что человек, который был неживым, который был мертвым, который был несуществующим для всех окружающих, вдруг стал миссионером. Он как раз благовествует. Он будет помогать людям быть ближе к Богу. Вот парадоксальность Евангелия. Думаю, что есть над чем задуматься.